На боковой стороне я провязала вот такой узор. С одной стороны и с другой. Теперь на спине я буду провязывать именно этот узор. И я вам покажу, как я его вяжу. От желтой полосы я провязала 7 рядов. И отметила половину кругового ряда. У меня 48 петель в круговом ряду. Вот 24 петля. В 25 поставила маркер. Я не довяжу 2 столбика до маркерной нити. Один. То есть мне нужно провязать всего 22 столбика. 21. 22 до конца не довязываем. Берем желтую нить и закрываем. Теперь берем обе нити. Провязываем основным цветом, дополнительным закрываем. 1, 2. Так, маркерная нить мне не нужна больше. 3. 4. Закрываем зеленым цветом. Поскольку я буду вязать один узор здесь, чтобы желтую нитку не тянуть, я ее отрежу. И далее вяжу основным цветом. Вяжу следующий ряд. 21. И 22 столбик вяжу не за переднюю полупетлю. Если мы за переднюю провяжем, то видна нить желтого цвета. Я беру за заднюю полупетлю и желтым закрываю. Теперь за переднюю полупетлю. 1. Нитки нужно перекручивать только против часовой стрелки. Вот так. Если будете перекручивать по часовой стрелке, то контрастная нить будет просвечивать. Ну, вы попробуйте и увидите. Так, 1. Перекрутила против часовой стрелки. 2. Основную нить подтягиваем. Второй столбик можно не перекручивать. 3. А теперь перекрутить надо, иначе протяжки будут длинные. И заканчиваем. Тоже берем за заднюю полупетлю. Если провязывать за переднюю, то эта петля раздвинется. И закрываем темным цветом. И дальше вяжем основным цветом. Здесь я желтую тоже отрежу. Желтый цвет я обрезаю, потому что они нам не критичны, они все равно уходят внутрь. Так, заканчиваем основным цветом и доходим до этих петель. Я каждый ряд провязываю по 2 раза. Так, 21.
22. Один. Перекручиваем против часовой стрелки. 2. Подтягиваем. Теперь не перекручиваем. 3. И за заднюю полупетлю. И закрываем основным цветом. Итак, вяжем основным цветом и не довязываем 2 столбика. 19. 20 не довязываем. Закрываю желтым. Если за переднюю полупетлю брать, будет просвечивать желтый. Значит, я беру за заднюю полупетлю. А теперь за переднюю нитки перекручиваю против часовой стрелки. За переднюю зеленую подтягиваем. Теперь можно не перекручивать. А теперь надо перекрутить. И берем не за переднюю полупетлю, а за заднюю. Закрываем. Перекрутили. Зеленым цветом за заднюю полупетлю. Закрываем желтым. И закрываем зеленым. Вот. И у нас здесь 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Желтая не нужна. За переднюю полупетлю вяжем столбики. Так, вяжем по кругу. Доходим до этого места. 19. 20 за заднюю полупетлю. И теперь за переднюю полупетлю еще один провязываем, не перекручивая нитки. Теперь перекручиваем.
То есть я перекручиваю через раз. И тогда протяжки не маленькие и не большие. Так. За заднюю полупетлю и основным цветом закрыли. За счет того, что я провязывала самый начальный ряд основным цветом и дополнительным, здесь у нас получается ровно. Нету таких зубчиков, как если бы мы просто вязали, ну, как обычно вяжем. Все, вот так я делаю прибавление. Ну, вы уже смотрите, кому как нравится. Значит, считается, что вот это только первый ряд я провязала. Сейчас я провяжу в круговую зеленым цветом и повторю вот этот ряд. Потом добавлю еще 2 столбика желтым цветом. Точно так же, как я вот здесь показывала. И 2 ряда провяжу. Вот. Надеюсь, с прибавками вы все поняли. Нитки перекручиваем, и основной цвет здесь не виден. Вот такие протяжки. Нитки цепляйте аккуратнее. Вот я проскочила, зацепила зеленую. Значит, вяжем узор такой, который вам понравился. Я буду вязать этот. И когда дойду до последнего ряда, покажу, как его закрыть. Провязала 2 ряда желтым цветом. Теперь нам нужно перейти на зеленый цвет. Последний провязываем зеленым. Желтым. И закрываем зеленым. За заднюю полупетлю теперь за переднюю полупетлю. Вот так можно ровно сделать переход. И дальше вяжем зеленым цветом, или какой у вас будет, столько, сколько вам понадобится. Теперь я начинаю заниматься глазами. Беру иголку специально для амигуруми. И проводим нитку. Теперь отступаем 1 столбик и выводим на обратной стороне. И затягиваем. Можно еще раз. Тоже отверстие, откуда у нас вот хвосты. И на обратную сторону. Смотрите, чтобы нитки не порвались.
вот примерно так. Теперь я завязываю узел. Если у вас глаза такой формы, то зрачок должен быть вертикально вниз. Вот так. В любом случае вы можете в интернете посмотреть картинки змеи и увидеть, как расположены зрачки. Так, что хочу сказать. У меня зрачки немного неудачные. Здесь бумажная подложка, картинка, на которой нарисован вот этот узор. Поэтому для таких глаз рекомендуют клей B7000, либо клей Момент Кристалл. Любым из этих клеев можно клеить. Приклеились у меня глаза вот с одной стороны и с другой. Это я сверху головы наметила центр, а здесь иголками наметила, где будет рот. Теперь для глаз нужно вывязать веки. Я покажу, как вяжу я, и расскажу, как можно убавить. Итак, вяжем веки. В кольцо амигуруми 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Захожу я в эту вертикальную петлю. Вот сюда. Ставлю маркерную нить. И вот вертикальную петлю соединяем, и одна воздушная. Столбик без накида 1. Под следующую переднюю полупетлю прибавка. Далее столбик без накида. И под следующую полупетлю прибавка. Во втором ряду 6 столбиков без накида. Вот так вывернем. Кончик подтянем. Эту петлю пропускаем. Будем заходить под следующую. Соединяю. И одна воздушная. 1 столбик. Вяжем по кругу всего 6 столбиков. Шесть. Четвертый ряд. Петлю пропускаю под следующую. Столбик без накида.
Прибавка. Один раз. Столбик без накида. Прибавка. Это 2. Столбик без накида. Прибавка 3. В четвертом ряду 9 столбиков без накида. Что хочу сказать. Как подогнать веко под размер глаза. Вы свяжите вместе со мной веки, померяйте для своей змеи. Если они большие, то ряды, где по 9 столбиков, вяжите меньше. Вот я буду вязать 6 рядов, а вы проверьте себя, пойдет ли вам 6 рядов. Может быть, надо только 4. Поэтому вы веко свяжите, померите, и потом уже будете смотреть, больше или меньше вязать. Значит, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ряд я буду вязать по 9 столбиков без накида в каждом ряду. А вы уже смотрите. 6 рядов вам вязать, может быть 5, может быть 4, а может быть еще больше. Поэтому нужно только примерять. Так, 11 ряд. Петлю пропускаю. В следующую захожу. В 11 ряду столбик без накида, убавка 3 раза. Столбик без накида, убавка, один раз. Два раза. Три раза. Так, вот этот хвостик можно убрать. Петлю пропускаем в следующую. 12 ряд. Вяжем без изменения 6 столбиков без накида. 1, 6. Петлю пропускаем в следующую. 13 ряд. Столбик без накида, убавка 2 раза. Столбик без накида.
убавка 1 раз, столбик без накида, убавка 2 раза. В 13 ряду 4 столбика без накида. Дальше эту петлю пропускаем, заходим в следующую и только соединяем. Поскольку у меня у змеи глаз большой, я буду набирать 12 петель. А вы уже смотрите, примеряйте, сколько нужно вам, в зависимости от размера глаз. Вот я буду считать. 1, 2, 3, 11, 12. И в самый угол нужно соединить. Лучше брать не за полупетлю, а вот еще за одну, чтобы петля не вытянулась. Соединяем. Одна воздушная. Поворачиваемся. Вот одну петлю пропустим, заходим в следующую. Столбик без накида. Это уже 2. 3. 11, 12. Нитку оставьте подлиннее, чтобы вам можно было пришить. И вот так соединим. Маркировочную нить вот так не вытягивайте, иначе она все стянет. Лучше вытягивать понемногу. После того, как вы закончили веко, прикладывайте к глазу и смотрите, какой лучше стороной вам, которая вам нравится. Либо так, либо так. Ну, мне кажется, вот этой частью вперед. Вот. Затем берете булавки, накалываете и пришиваете. Еще раз хочу напомнить, если у вас у змеи глаза такого размера, то веки вяжете точно так же, как и я. Если глаза меньшего размера или большего, значит, вы варьируете за счет рядов по 9 столбиков, которые мы здесь вязали, и варьируете воздушными петлями, либо больше, либо меньше. Но это нужно примерять.
Теперь будем вязать ноздри. Поскольку у змеи ноздри маленькие, я нитку разделяю. И буду вязать в 2 нитки. Поскольку нитка тонкая, в 2 сложения, я буду вязать крючком 1,5 миллиметра. Кольцо амигуруми. Провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И буду заходить, как всегда, в эту вертикальную петлю. Ставлю маркерную нить. И вяжем второй ряд. 6 прибавок. Соединяем. 1 воздушная. Сюда же еще 1 столбик. 1 прибавка. Вторая прибавка. Шестая. Значит, во втором ряду 12 столбиков без накида. 1 петлю пропускаем. Заходим в следующую. 3 столбика без накида, прибавка 3 раза. 1, 2, 3, прибавка. Петлю пропускаем, заходим под следующую, но только с изнаночной стороны. Так. И заходим в эту петлю, откуда нитка вышла, но только с изнанки, под всю петлю тоже. И на обратной стороне нужно зафиксировать. Когда нитку будете затягивать, не порвите. И вот таким образом будут ноздри. Теперь можете наметить рот. От центра, вот где у нас был центр, мы набирали сантиметров 12 или 11,5. Поставить иголку, булавку. Так, и от центра у меня получается сантиметров 6.
Первая булавка от центра. Значит, 11 сантиметров сюда и 6 сантиметров сюда. Рот у змеи большой. Начинается вот сразу почти после головы. Значит, одна у вас булавка будет здесь, вторая в центре. И так вот скруглите постепенно. Затем с другой стороны тоже так отсчитывайте столбики, ряды и точно так же намечаете с другой стороны. Теперь я покажу, как я буду вязать рот змеи. Вязать буду из ниток гамма, 100% хлопок. В 10 граммах 87 метров. Две нитки. Крючок беру 1,5 миллиметра. Оставьте хвост подлиннее и обычной косичкой вяжу на необходимую длину. Когда провяжете какое-то количество косички, поставьте маркер. Так, вот здесь наметила, как рот будет проходить с двух сторон. Теперь берем косичку, где мы начинали. Вот у нас хвост. Вытаскиваем иголку. Вставляем дальше следующую иглу. И вот так по всей длине прикалываем. Когда приколите, если у вас не хватит, вы можете еще довязать. Теперь, где закончили, отрезаем нитку. Вот отмотала. И отрезаю только одну нитку. Вот одну нитку отрезала для пришивания. А вторую нитку оставляем чуть длиннее здесь. И закрепляем. Так, закончили. Эту короткую нитку потом уберем, а этой, подлиннее которой, будем пришивать. У кого есть вот такие иголки, у кого есть вот такие фигурные, лучше пришивать ими. И теперь прям по косичке, ну, может быть, не в каждую петлю, через две пришиваем эту косичку к голове. Затем хвосты прячем внутрь. Пришила я веки. Теперь от центра 1, 2 ряда, ну или 3, вверх и 2 столбика в сторону. Сворачиваете ноздрю пополам, хвостики чтобы были в углу, и прикалываете. И растягивайте на ту длину, на которую у вас получились ноздри. И затем пришиваете. Можно прошить по центру и здесь по краю. Теперь я вам расскажу, как я делала язык змеи. Вы делаете так, как вы хотите. Я буду рассказывать, как делала конкретно я. Беру 2 куска проволоки, примерно 18 сантиметров.
С одной стороны загибаю концы. Здесь будет жало у нее где-то 3,5 сантиметра. Затем на каждую проволоку надеваю тонкую термоусадочную трубку. Чтобы проволока не выступала. На одну надеваем и на другую надеваем. Затем берем фен, можно строительный, у кого есть, у кого нет строительного, обычный для волос. И на максимальном нагреве полностью нагреваем. После того, как нагрели, берем трубку большего диаметра. И вставляем проволоки уже вместе с термоусадочной трубкой внутрь. От этого сгиба и далее у меня 6,5 сантиметров. И тоже запаиваю. Вот, значит, эта проволока тоже будет в трубочке запаяна. Дальше от сгиба 6,5 сантиметров. Отрезаю и запаиваю эту часть. После того, как запаялось все, значит, здесь у меня будет 6,5 сантиметров общая трубка. И дальше вставляю оставшиеся концы в центральное отверстие. Только в одну ячейку не вставляйте сразу две проволоки. Одну вставьте в одно отверстие, а вторую проволоку в другое. И затем немного разверните. И установите вот таким образом. И тогда у вас язык, ну, если только приложить усилия, вытащится. За счет этих крючков он будет хорошо крепиться внутри головы. Ну, а кто боится, что дети могут пораниться, то придумайте сами. Можно связать, можно из каких-то других подсобных материалов сделать. Ну вот, вроде бы и все, что я вам хотела рассказать и показать. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.